Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре проходная ветка, танк третьего уровня Великобритании, Круизер 3. Вот такой вот смешной танчик, да, прям прослеживается танкостроение Великобритании. Вы попали на третий уровень. Выкачали с двойки на эту машину. Насколько она хороша, насколько плоха, сегодня мы все с вами разберем. Обязательно скатаем боек на этом агрегате. И уже по сложившейся традиции предлагаю сначала пойти посмотреть бронирование данного агрегата. Погнали. Итак, вот наш Круизер 3. Смотрите, весь красный, третий левел. Так это, наверное, какой-то супер бронированный танк. Давайте смотреть быстро. 20, 14, 18, 14, 14, маска 14, тут вообще по 8, смотровой 10, боковая броня 14. И все это говорит о том, что на нем брони нету. Это по броне настоящий легкий танк. Брони нету нигде. Пробивает вас абсолютно все третьи и даже вторые левела в любой проекции. Так, брони нету. Давайте поглядим, что у нас с пушкой и с другими модулями. Значит, есть еще у нас вот такая вот пушечка. Да. 45, 121, 64, 71. Предлагаю боек скататься на такой пушке, потому что я знаю, что на крузере МК-3 часто ездит все-таки на пушке третьего левела. И скатаем боек еще с пушкой четвертого уровня. Вот, обязательно. Наверное. А может нет. Башня у нас дает топовый обзор. Тут 330 плюс 10 метров. Но ворочается она помедленнее. Да, потому что эта башня легче. А легче она по той же простой причине, что... А почему она легче и быстрее крутится? Непонятно. Брони меньше, а скорость поворота градус секунды тоже меньше. Очень странно. Обязательно легкий танк ставить на топовую рацию. Объяснять не буду, почему. Двигатель то же самое. И ходовая для подвижности на месте однозначно. То есть вот эти модули ставим обязательно. По башне еще спорный вопрос. Разница только в какие-то там 10 метров обзора. Хотя и 10 метров обзора могут зарешать. Вот, пушка у нас 45 альфа 64 основным, 121 голдой пробивает. То есть голда здесь сверхкомфортная по пробитию. Заряжается 2,7 секунды. Разброс 0,4, время сведения 2,1. Разброс, ну, на всех третьих левелах он всегда не самый лучший. Это пушки еще изобретенные при царе Горохе. Вот, а время сведения на первый взгляд неплохое, но с другой стороны, учитывая, что у меня экипаж тоже не прокачан на 100%, и у вас экипаж, кстати, дохлый будет, когда вы будете на третьем уровне, скорее всего, если вы, конечно, не спуститесь с 10 левела, не переобучите экипаж на эту машину, ну, то же самое будет. По оборудованию однозначно ставим для подвижности, а у нас подвижность такая себе сейчас, хотя нет. Есть подвижность какая-то, вот, просветленку обязательно ставите. Вот с турбиной мы вперед 52 на 22 назад, 29 лошадей на тонну. То есть, по идее, должен неплохо, достаточно комфортно набирать максималку свою. Вот, по обзору у нас, учитывая, что экипаж больной, не переобучен, минус 31 метр штраф. Так было бы 360. То есть, по обзору, в принципе, неплохо. Вот. По незаметности у нас танк небольшой, на самом деле. Нельзя сказать, что он прям огромный, но незаметность не у всех членов экипажа еще вкачана, кстати, у заряжающего нету. Поэтому и параметр здесь 22, мог быть где-то на 24. Но незаметность такая себе. Вот. По огневой мощи, вот со всеми возможными штрафами я увеличил, кстати, время сведения, разброс вырос. Так что экипаж желательно, когда будет переходить с второго на третий уровень, перекачивать на этот тип танка, конкретно на этот танк. Вот, ладно, по снарядам. По снарядам у нас, значит, основной это ББХ летит 800 метров в секунду. Голда у нас летит 990, почти косарь, что в принципе неплохо, а вот это медленно. Вот, но какое пробитие хорошее на голде, 121, это очень хорошо. Вот, а по снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, экипаж у нас 4 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным качаете ремонт, вторым перком боевое братство. Вот, дальше качаете как
указано в табличке. Давайте по плюсам и минусам танка. По тому, что мы увидели по тактико-техническим характеристикам, плюс на этом танке уже ездил. И честно хочу сказать, значит, по мобильности это скорее все-таки плюс. Хотя вроде и характеристики прописаны здесь неплохие, но как по мне, как-то он все равно медленно набирает свою максималку. Может быть, мне, конечно, кажется. По броне, понятно, жирный минус, тут вообще ее нету. По пушке. Хорошее пробитие на снаряде, кстати, неплохая точность, у пушки все равно, вот уже когда в бою катаешь, да, но может быть из-за того, что у меня экипаж не так, вернее, не прокачан на эту машину на 100%, да, время сведения некомфортно, это то, что вот я увидел в бою. По незаметности средний параметр, по обзору нормальный, это плюс, вот так вот. То есть предлагаю прокатиться боем и понять, а можно ли спуститься со старших левелов и кататься на этом танке, или это только проходная машина, кто качает ветку, со второго на третий попал и побыстрее бы с третьей убежать. Предлагаю это поглядеть обзором боем прям. Отправляемся. Так, попали мы на степи, попали в одноуровневый бой. 3-й левела. Вот, у нас обзор боем крузера 3-го. Так, есть артули у них. Угу. Ну что, наверное, поедем направо. Покончим с ними! Так, танки сюда вроде пошли. Торопиться вперед не будем. Подвижность такая, в принципе, вменяемая, но это все равно не ЛТ. Сейчас мы посмотрим нашу пушечку. Дроны на подходе! Да, точность оставляет желать лучшего. Так, ну тут все ясно. Тут надо валить. Тут полный слет парика. У них тут дофига танков. Враги повсюду! Хотя и у нас тут немало собралось. Да, они прям всей командой поперли. Получи! Миленько. Хорошо пошло. И это все? Враг уже близко. Это мне нравится. Получи! Миленько. Получи! Враги повсюду! Хорошо пошло! Да, команда у нас, конечно. Вот это близко! И это все? Это мне нравится!
Так захватим. Хорошо, пошло. Ну, ребята, я сделал все, что Отлично мог. была. 4,78 настрелял, я думаю, в топе. Вот, команда, конечно, союзников. У нас еще и захват базы, короче, полный слет парика. Ну, что хочу сказать. Как по мне, только пушка мне немного некомфортно долго сводится. Подвижность более-менее. Но нет брони. Странно, что такая подвижность, такая вот броня. Но это все-таки вторые, третий левела, это третий левел. Здесь все с броней всегда грустно, а если есть броня, то танк вообще не едет. Вот, а фановый ли это танчик? Ну, наверное, нет. Прям вот, чтобы на нем прям кайфовать, ездить на третьих левелах, спуститься со старших левелов, ну, наверное, скорее всего, нет. Да, давайте итоги боя посмотрим. Проигрыш у нас, переигрывать не буду. Все, сами видели, какая подвижность, прочее. Вот, мы на 4-м даже месте. А, нет, по урону мы на 2-м, прошу прощения. Да, по урону мы на 2-м, на 4-м по опыту. То есть вот команда посливалась нахрен. Не фановая машина, не фановая машина. Кайфовать, спуститься со старших левелов точно нет, поэтому скорее танку минус, нежели плюс, чтобы отнести его к тем машинам, на которых можно кайфовать, ездить в песке. Так что вот такой мой вердикт. Пишите свои комментарии, если у вас такая тачка, ездили, играете ли вы на ней иногда, да. Подписывайтесь на канал, и до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.